Сегодня мы рассмотрим браузер, который уже успел основательно пошуметь. Comet AI браузер от компании Perplexity AI. Это не просто браузер со встроенным чат-ботом, а полноценная агентная система, способная автоматизировать ваши задачи. Давайте разберемся, что это такое и стоит ли оно вашего внимания. Comet был официально представлен в июле. Изначально браузер был доступен только подписчикам премиум-плана Perplexity Max стоимостью $200 в месяц. Однако с началом октября он стал бесплатным для всех. Comet разработан компанией Perplexity AI, стартапом, специализирующимся на AI-поиске и конкурирующим напрямую с Google Search. Браузер доступен на macOS и Windows. Comet построен на базе Chromium, того же движка, что использует Google Chrome. Это означает совместимость со всеми расширениями Chrome и привычный интерфейс для использования. В отличие от классических браузеров, Comet позиционируется как браузер для агентного поиска. Вот ключевые отличия. Первое. Встроенный поиск Perplexity по умолчанию. Вместо Google Search используется AI-генерация суммированных ответов. Поиск заменен на интеллектуальный диалог. Второе. Comet Ассистент. AI-агент в браузере. Он живет непосредственно в браузере, видит содержимое любой открытой веб-страницы и может выполнять действия от вашего имени. Третье. Две рабочие зоны. Основное окно чата для сложных задач и боковая панель для быстрых действий. Четвертое. Интеграция с вашими сервисами. Gmail, Google Календарь, Google Docs и другими облачными сервисами. Итак, что мы видим на главной странице? Возможности голосового управления, информация об открытом сайте, возможность запретить ему получать ваши геоданные, возможность быстро получить краткую инфу по странице, голосовой режим и ассистент. Он открывается в боковом окне. По настройкам. Поиск Perplexity по умолчанию. Далее следуют настройки конфиденциальности. Например, блокировка рекламы и так далее. Но вот именно приватность в этом браузере вызывает вопросы, и это очень важно учитывать. Особенно если вы залогинитесь и будете выполнять действия, которые потребуют личных данных. Но об этом чуть позже. Также можно удобно переехать с прошлого браузера, чтобы сохранить данные. На главной странице нас ждет привычный Perplexity со стандартным набором функций, некоторые из которых потребуют авторизации. Но, в принципе, можно работать и так. Возьмем несколько простых примеров. Опечатки его не смутили, все то же самое, к чему мы уже привыкли. Тот самый AI-поиск. Откроем страницу и попробуем быстро определить ключевые моменты. Команда находится в правом верхнем углу. Summary в окне ассистента. Давайте попробуем из главного меню чуть усложнить задачу. Посмотрит и выдаст результат в таблице. Без проблем, но это больше про сам Perplexity, чем про браузер Comet. Одно из главных отличий все-таки именно ассистент. Здесь уже нужно будет авторизоваться. И вот тут внимание. Здесь есть риски. Исследователи и блогеры уже указывали на возможные атаки, например, косвенная промпт-инъекция, когда в самой странице есть контент, который пытается подсказать агенту делать нежелательные вещи. Поэтому всегда проверяйте выполненные шаги агента и не оставляйте его выполнять важные операции без контроля. Кроме того, агент может искать вам товары и даже попытаться купить их, но тогда вы должны передать данные своих профилей и личную информацию, в том числе и платежную. С этим нужно быть максимально аккуратным. Я бы так делать не стал. Можно выбрать бесплатную подписку. Разницу с платной разберем в конце видео. Теперь есть ряд дополнительных возможностей. В частности, можно подключить свою почту и WhatsApp. Посмотрим на примере почты. Здесь тоже вы предоставляете данные и вспоминаем предупреждение. Теперь открываем ассистент. Пусть посмотрит, что мне там написали. Спасибо. И хоть ответа это письмо не требует, но пусть напишет его. Вначале ассистент спросит, все ли хорошо с текстом, и потом сам отправит письмо. Ну и давайте еще спам почистим, чтобы самому не заходить. Готово. Команды, связанные с почтой, могут быть самые разные. Например, отписаться от всех рекламных рассылок или проанализировать письма. Теперь посмотрим еще несколько примеров работы браузера с общими задачами. Попрошу найти его 5 сайтов разработчиков игр и открыть их в разных вкладках. С этим у него проблем не возникло. Для чего это?
Для того, что браузер видит все открытые вкладки и может работать с ними, анализируя, сопоставляя и готовя документы на их основе. У меня открыто 5 вкладок. Пусть будет небольшой анализ информации. Посмотрел и сделал таблицу. Браузер также видит видео. В обзорах был вот такой интересный кейс. Найти видео на YouTube и открыть прямо на нужном нам моменте. Тайм-код должен определить сам. Нашел, открыл, но вот с тайм-кодом промахнулся. Мы можем сделать краткий обзор, и тогда Comet расскажет нам, что там в видео. Может, тут найдет тайм-код? Пишем промпт, пусть будут ключевые моменты видео, и ждем результата. Синяя рамка показывает, что браузер работает с этой открытой страницей. Начал смотреть видео. Ну что, ключевые моменты есть. Отмотаем теперь на тайм-код. Снова мимо. Не справился. Интересно, содержание правильно пересказал или нет? Попросим его открыть канал Теплицы. Выберу последнее видео и посмотрим summary. В принципе, адекватно. Учел все, что было. Также после подключения Google аккаунта можно будет работать с Google Docs. Например, просим автоматически создать документ и презентацию. Открывается в разных вкладках. Ну и в завершении еще немного ассистента. С его помощью можно управлять календарем. Просим его запланировать встречу на пятницу. Он предложит время и состав участников. А потом, когда согласимся, добавляет встречу в календарь. И последнее. Попросим спланировать поездку из Москвы в Стамбул. Как полететь, что посмотреть. Тут проблем нет. Все довольно быстро. А вот найти самые дешевые билеты — это уже заняло у меня минут 15 точно. Кстати, если нажать на окошко, то можно будет видеть, что делает помощник в большом окне. Как минимум, интересно, куда же он пошел в своих поисках. Как максимум, может, сайт вам покажется подозрительным, и тогда нужно будет остановить ассистента. Вот такой вышел результат. Со ссылками. Можно было бы попросить его купить билет, но тогда нужно будет добавить платежные данные. Помним о предупреждении и принимаем решение взвешенно. И в финале можно воспользоваться режимом инкогнито. В таком случае поиск не появится в библиотеке и исчезнет через 24 часа. Теперь по подпискам. Можно перейти на Pro за $20 в месяц. Тогда у вас будут неограниченные загрузки файлов и фотографий, доступ к генерации и другие более расширенные функции. Max за 200. Я промолчу. Ну что ж, главные плюсы Comet Browser. Автоматизация работы, существенное облегчение, бесплатный доступ и то, что это Perplexity. Главные минусы – вопросы приватности и ошибки в сложных задачах. Учитывая появляющуюся информацию об уязвимости и предоставление большого количества данных, чтобы раскрыть основные функции агента, конфиденциальные данные в нем лучше не использовать. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.